Привет, друзья! Предыдущий наш Tesla-заменитель был Porsche Taycan, и казалось бы, куда расти дальше? Поэтому впервые на нашем канале нет не Lucid Air, а китаец. Первый китайский автомобиль в Tesla-заменителях. Начинаем! Очень важно на то, что я говорю, смотреть через призму одного факта, который касается этого автомобиля. Это цена. И вот когда вы будете отталкиваться от цены, все остальное будет казаться либо норм, либо отлично. Давайте вы прикинете, в принципе, сколько может стоить такая машина. У нее есть хром, она кроссовер. А вот сзади уже есть намек. Намек на цену, потому что такая попа и этот задний фонарь уже встречался у нас на дорогах. Это когда-то была ЗАЗ Forza, но она была хэтчбеком, а эта машина у нас приподнята. И как вы видите, сзади красуется надпись Tiggo. Это у нас Chery Tiggo 3XE. Чем вообще абсолютно сбивает всех, потому что я ее снял в сторис, закинул, и по приборке, убранству салона никто не мог понять, что это за машина. Самые близкие из тех, кто угадал, написали Chery Tiggo 2. Но эта машина с ходовой от Chery Tiggo, по-моему, 5. То есть корпус Chery Tiggo 2, ходовая Chery Tiggo 5, а в сумме это все Chery Tiggo 3. И Chery Tiggo 3 бывает только электрическая, о чем нам и говорит вот эта последняя буква E. Итак, цена варьируется от 22 тысяч долларов. И это я назвал верхнюю планку. Это верх. А низ у нас это 16 тысяч долларов. То есть машина, которая у нас на тесте, стоит 20 тысяч долларов. И сразу же давайте киллер фича. Батарея. То, что сразу же убьет практически все вот эти вот гольфы, лифы предыдущих поколений. Новую мини электрическую, которая 20 киловатт-час батарея. Я не знаю, кому она нужна, она сразу должна выпуститься и попасть на мусорник. И тому подобные вот эти вот автомобили, ну как мы могли забыть унитазик, BMW i3, который проезжает 100 километров. Вот это все уходит на помойку истории, потому что китайцы задают правильный тон. 54 киловатт-час батарея мы получаем в машине за 20 тысяч долларов. Но не надо отчаиваться. В машине точно такой же комплектации за 16 тысяч долларов мы получим батарею 47 киловатт-час. Другими словами, разница в 7 киловатт-час, всего в 7 киловатт-час, стоит 20% стоимости автомобиля. Почему так дорого? Возможно, именно эти 7 киловатт-час – это золотой фонд энергонезависимости Китая, которыми она делится именно в этом автомобиле, в этой комплектации. Может быть и другая версия, может быть там немножко другой состав батареи. В общем, в эту часть я не углублялся, как и в принципе, насколько долго эта машина прослужит вместе с этими компонентами. Но в общем, за 16 тысяч получить новый автомобиль, и он неплохо выглядит. И, в общем-то, если закончить с внешним стайлингом, я могу сказать, что он точно не стыдный и выглядит достаточно нормально. Так, километраж сброшен, машина полностью заряжена. Проехал я 200 метров. Показометр мне пишет 371 километров, что она может проехать. Вроде как показометр должен писать 400 километров, но у нас машина чуть-чуть недозаряжена. В общем, посмотрим, сколько проедем. Будем стараться ехать аккуратненько, чтобы показать реальную жизнь. Интерьер. Итак, посадка. И что нам надо для того, чтобы разместиться удобно? Мой рост, я напомню, 1,92 м. И, как правило, в китайских машинах любого размера мне было поместиться крайне тяжело. В маленьких китайских машинах я не помещался в принципе. Сев в эту машину, я практически ничего не настраивал. Но я проверил, конечно, колонку по вылету и высоте. Убедился, что по вылету она не регулируется.
только по высоте, закрыл ее, и в принципе все окей. Торпеда находится достаточно высоко, то есть нет ощущения, что я Бигфут и я просто в этой машине не помещаюсь, а такое иногда бывает. С эргономикой в этом китайском автомобиле все хорошо. Следующее, что нам надо сделать после того, как разместиться, это создать себе комфортную температуру. И тут вот есть нюанс. Это не климат, это вот такие вот крутилки. Я вначале думал, что будет проблема с тем, что надо будет постоянно регулировать и что-то менять, потому что все-таки климат — это температура, настроил, успокоился. Но в принципе можно один раз вот так вот примерно поднастроить и регулировать только скорость вентилятора. За вчерашний день я ездил либо с открытыми окнами, либо с одной настройкой кондиционера. Но есть нюанс. Если мы хотим, чтобы кондиционер дул хорошо, ну прям в жаркий день, нам такой день не достался, то надо включить еще кнопочку циркуляции в середине. Тогда он будет прямо охлаждать. Капот открывается там, где и у других бензиновых машин, потому что эта машина изначально бензиновая, и в электро она переделана. И вот тут, поддержи капот. А ну показывай. Вот показывай напряжение, с которым ты его открываешь. Я не могу вытолкнуть. Это на самом деле очень... Это прямо вот... Ну, то есть, если вы пропустили спортзал и у вас на этой неделе плечи, то вот есть такое упражнение. Мне кажется, это вместо лонжерона. Это несущая часть конструкции. В общем-то, дальше, крышку я пластиковую не буду снимать. Здесь инвертор, дальше электродвигатель вот такой вот маленький, 12-вольтовый аккумулятор, бачки расширения. Ничего здесь нового нету. Все в этом плане достаточно стандартно. Закрываем. Идем дальше. Следующая крышечка, которую мы можем открыть, это для зарядки. И вот обратите внимание на вот эту странную вещь, которую мы видели и в Smart, и теперь видим здесь. Зачем закрывать крышку так, чтобы ее нельзя было открыть снаружи? Никто не сможет украсть ваше электричество, это же очевидно. Или спичек напихать в этот, это никому не надо. Но для того, чтобы открыть ее, я должен нажать вот эту вот клавишу. Видишь? Бензин. Открываем бензин, получаем электричество. В Тесле уже привыкли, а на этой уже еще можно разыгрывать заправщик. Тут у нас еще за дополнительной крышечкой под иероглифами скрывается, что это? Знакомый нам разъем, который очень похож на знакомый нам разъем. На самом деле он просто притворяется. Так, перед тем, как замерять пробег, мы попробуем ее зарядить полностью. И у нас здесь специфический разъем. Вроде как все как обычно, ничего нового, европейский Manneken, но как этот разъем называется? GBT. Это китайский разъем, который похож на... Да, но он меньше. Похож на Manneken, только меньше. Здесь еще и CHAdeMO, мы сейчас его покажем. То есть все здесь разъемы, они китайские и они нестандартные. В общем-то, все то же самое, что на американской Tesla. Вам на все разъемы нужны будут отдельные переходнички. Все они есть, это не проблема. Вот этот замечательный разъем я хочу вам показать отдельно. Это прекрасно. Я такого не видел никогда. И вот так это выглядит. Вот так. Это CHAdeMO. И, в общем-то, вы думаете, а что здесь такого сверхъестественного? А если мы дальше попробуем поиграться с этой крышечкой, я вам покажу такое. Вот она, вот так вот. Вот она, на шнурках. На ниточках. И дальше Данил предложил такую вещь замечательную, как это можно использовать в реальной жизни, ежедневно. Если вы планируете нарушить скоростной режим, то вы всегда сможете взять эту штуку и просто повесить на номера, и все, поехали нарушать. Tesla Service. Всегда полезные видео. Этим разъемом вы будете пользоваться крайне редко, потому что, имея батарею 50 киловатт-час, то есть 47 и 54, вряд ли вам ежедневно понадобится CHAdeMO. Очень маловероятно. Дальше. Нас окружает прекрасная мультимедиа. Прекрасность ее заключается только в большом мониторе. И если мы сделаем звук громче, ваши динамики не передадут ничего, а здесь, в общем-то, и нечего передавать, потому что звук
ну, просто пластмассовый. Приборка, на которую мы смотрим большую часть времени, она, насколько я знаю, в Chery появилась до того, как появилась в новых BMW, либо в еще каких-то машинах, а сейчас достаточно часто используется вот такая вот компоновка приборки. Это есть и в Peugeot, и еще, наверное, где-то есть, где я не видел. Читабельно, все нормально, нет ничего такого. А ты знаешь, что был за звук? Это что у нас батарея заканчивается, а мы от зарядки отдаляемся. Ну, тем интереснее будет видео. Нет ничего у нас на приборке, что откровенно, ну, здесь не надо или глупо выглядит. Это как в лифе первого поколения, когда там просто есть какие-то вещи, которые, шарики, палочки, которые, в принципе, можно было туда не ставить, заменить какой-то одной цифрой. Здесь мы видим, постоянно мы видим давление колес. Наверняка в Китае это очень важный вопрос. И очень круто, что за такую цену у нас, в принципе, есть датчики, которые показывают не только, что колесо спущено или накачано, а что есть отдельно по каждому колесу давление колес. Потом дальше у нас пишет прогнозируемый запас хода, сколько мы проехали, время, передачу, что пишет необычного. Какие обороты сейчас у нас у двигателя. На скорости 130 уже появляется значок, такой значок с кружочком, на котором написано км/час. То есть, наверное, имеется в виду, что пора заканчивать. 120. Сейчас вот здесь высветится с правой стороны. Вот, видишь? Вон, видишь? Км/час. Вот, смотри. Км/час высветилось. Все, понимай, как хочешь. Еду 120. Показывает, что расход у меня сейчас почти 30 киловатт на 100 километров. Буду, наверное, скорость сбавлять, потому что в машине достаточно шумно. И, ну, и педальку акселератора я давлю серьезно. То есть на скорость 120 не очень машина рассчитана. 120 и больше. Дело в том, что кроссоверы в современном мире — это очень популярная история. И для большинства компаний это просто маркетинг. То есть практически у каждой компании есть хэтчбэк, который они переделывают как бы в кроссовер. Он сохраняет монопривод, в основном передний. И они его продают дороже. Просто благодаря тому, что это вроде как кроссовер. Jaguar I-Pace, у него такой же клиренс, как у Nissan Leaf. Я это лично проверял с линейкой, все то же самое. Если мы возьмем Mercedes EQC, там клиренс еще будет ниже. И если у вас нет пневмоподвески, то это фактически хэтчбэк, который пытается казаться кроссовером. Если мы возьмем электрический RAV4, то там огромная батарейка, которая лежит снизу, и клиренс там маленький. К чему я все это веду? То, что для большинства компаний клиренс — это всего лишь маркетинг, об этом китайцам забыли сказать. Поэтому эту машину они подняли до невероятных 19 сантиметров. И когда я говорю невероятных 19 сантиметров, я имею в виду, что 19 сантиметров у нас от батарейки до пола, а батарея у нас находится посередине. То есть, кстати, развесовка у нас неплохая. Батарея вот. Даже это не батарея, а это защитка такая. То есть вначале, если что, вы будете тереться пластиком, а потом дальше батарейка. А вот клиренс спереди и сзади, там клиренс вообще просто нереальный. Там получается по 25 сантиметров, 23-25 сантиметров, что в принципе дает вам возможность заехать на любую бровку, на любое препятствие, которое только попадется этому кроссоверу в быту. Надо какую-то бровку повыше найти. Бровку преодолела очень высокую, больших испытаний и в суровой реальности, я думаю, ей не светит. Следующий момент, который меня порадовал в интерьере, это отсылка к Range Rover, это вот эта вот шайба переключения передач. Она не выезжает, и в принципе это все отличие от Range Rover и Jaguar. Этим удобно пользоваться, потому что он простой. То есть максимально в правую сторону D, максимально в левую сторону R. Едем назад. Самый большой недостаток, который я увидел и который прямо вот постоянно о себе напоминает, это то, что когда я паркую машину, здесь нет положения паркинг. Я не могу машину оставить на передаче. Мне ее обязательно надо фиксировать ручником. И так как в этой машине есть ключ, то у меня получается вот такое вот действие. То есть я поставил нейтральную передачу, я повернул ключ,
я поставил ручник. 3 действия. То есть, если из Тесла я просто выхожу и закрываю дверь и просто ухожу, вообще ничего не трогаю, то здесь я должен совершить 3 действия и потом еще 4-м закрыть машину. Но, напоминаю вам, цена. Поэтому, в принципе, в общем-то, я думаю, никаких проблем это не вызовет. Багажное отделение. Оно здесь есть, достаточно вместительное. Здесь 2 квадрокоптера, рюкзак, какие-то еще вещи. Все это помещается. У нас также есть подполье, в котором лежит ну, в общем, есть еще вот такой вот кейс. Как говорят классики автообзоров, сажусь сам за собой. Ну, машина маленькая. Блин, так больно ударила дверь по ноге. Ты специально, да? У тебя очень переднее сиденье отодвинуто. Да, очень отодвинуто. Поэтому если спереди будет сидеть человек не 1,92 м, и за ним будет сидеть человек тоже не 1,92 м, то, в принципе, как-то они могут расположиться. Вот так. Как это делается? Вот. Так. Да нет, ее снять надо. Алло. Все, подголовник снять, бросить сюда, и у нас получается, в общем-то, получается грузовой автомобиль. Ну, такой, мини-грузовой. Можно навсегда вот так вот сложить и ездить как на маленьком пикапчике. Подожди. Вот. Так. И все, готово. Есть, конечно, нюанс. Это сиденья. Как объяснить? Они нормальные. Ну, то есть, я сижу, ничего мне не мешает разместиться здесь более-менее комфортно. Но вот глядя на них, ты четко понимаешь, что это китайская машина. Можно их вытащить, поставить где угодно, на любом месте, и задавая прохожим вопрос, они четко поймут, что это китайский автомобиль. Каким образом они этого достигают? Ну, можете написать в комментариях, как вам кажется. Все остальное, весь остальной интерьер, он достаточно неплохой. Ну, то есть, ничего не обижает мое чувство прекрасного. Более того, я считаю, что вот это вот все убранство, оно тянет больше, чем на эту цену, как минимум. Ну, вот где-то даже на 1030. Никаких сверчков здесь нет вообще. Машина прошла 14 700 километров. Минус в том, что рекуперация, если я убираю ногу с газа, рекуперация не максимальная. Она пишет здесь 50 киловатт, я так понял, киловатт-час может рекуперировать, но я ни разу не видел, чтобы она так рекуперирует. Вроде как до 20 может доходить. Она вначале вяленькая, если я нажимаю тормоз, то она становится чуть больше. Пошли по пути Porsche. Но сами тормоза классные. То есть я нажимаю тормоз, и машина замедляется очень эффективно. И когда я замедляюсь максимально эффективно, то есть останавливаюсь резко, сзади у меня включается аварийка. Потом еще такой маленький штришок, который меня удивил, это у вас в салоне играет музыка, может быть громко, и вы включаете заднюю передачу, музыка тихнет. Наслаждаемся музыкой, включаем задний ход. И сразу тишина. И очень внимательно, чтобы мы не въехали в Porsche. Читабельно, понятно, нет никакого сумасшедшего рыбьего глаза, все хорошо. Смотри, как партроник аккуратненько они нарисовали прямо здесь на приборной панели. Я такого не видел. Красиво. И я этого не ожидал встретить в машине за такую цену. Отдельного внимания заслуживает зеркала. Это очень важная часть автомобиля, зеркала. В них должно быть видно. И вот очень хорошо, когда зеркала вот прямо на них не сэкономили. Они огромные, большие квадратные зеркала, в которые видно все. Они не искажают, ничего не искривляют, нет никаких странных надписей или вставок. Просто большие удобные зеркала. В них приятно смотреть. И классно, что они стоят здесь. Я бы это зеркало с удовольствием прямо вот взял, перетащил в Model X, допустим. Почему они там какие-то зализанные, непонятно. А в Model 3 там вообще маленькие какие-то зеркала, вот такие вот куцы. Вообще ничего не видно. Это прекрасное зеркало, ну, наверное, под стать кроссоверу. Это же у нас кроссовер, поэтому... Из странных моментов, которые я нашел, это щетки, которые лежат, ну, такое впечатление, что у тебя в салоне. Вот они просто... Прямо можно ее погреть немножко, подышать, если вдруг зимний у вас день или вечер. И еще один момент, который тоже сразу бросился в глаза, и, ну, это даже немного смешно, но вот здесь вот такая вот дырка есть дополнительная. Я вначале не понял, что это такое, для какого-то прибора, датчика, еще чего-то, или для того, чтобы видеть именно этот край капота. Но вообще это отверстие для того, чтобы смотреть VIN-номер автомобиля.
Но почему я его вижу, находясь в салоне, не очень понятно. Но, в общем-то, вы же знаете, цена. Типа, чтобы ты видел, что даже за эту цену у тебя есть дворники и есть ВИН-номер. Как минимум ВИН-номер и дворники здесь. Но понятное дело, что эта машина 100% не рассчитана на какое-то удовольствие за рулем. И часто, когда я поворачиваю руль, я вспоминаю одного из ведущих Top Gear, который ездил на Fiat Panda и говорил, что для того, чтобы получить удовольствие, не обязательно сидеть в суперкаре, а достаточно взять машинку маленькую с узкими колесами, и когда вы будете поворачивать рулем, экстрима вы достигнете немножко раньше, чем на любом суперкаре, и, соответственно, начнете раньше получать удовольствие. И что-то в этом есть, конкретно в этой машине. Я понимаю, это очень странно, но само вождение в ней интересное. Ну, то есть экстремального поворота в ней добиться, ну, очень не тяжело. Поэтому и очень интересно, что будет дальше, как это будет происходить. Ну, наверное, со временем это вам наскучит, ну, как, собственно, и вождение суперкара. Но что вам точно не наскучит, это менять режимы, потому что здесь их два. Итак, мы сейчас едем в режиме эко, и вот я давлю акселератор в пол. Но у нас есть возможность его поменять. Где ты там эту кнопку находишь? Вот она, кнопка, вот E и S. Вот меняется раз. И у нас появилась, вот у нас может появиться эко. И есть СПТ, сокращенно спорт. Прижмись к чему-то, чтобы тебя не отбросило на заднее сиденье. Давай. Газпол. Но да, ускорение это... Я спорт выключу, чтобы доехали все-таки. Ускорение это не ее сильная часть этой машины. То есть, как вам сказать, она тянет, на горку она всегда тянет. Не было такого, что я с перекрестка стартую позже всех или мне как-то неудобно. Но вот если надо совершить какой-то резкий маневр, то это, наверное, не про эту машину. Но зато вы наслаждаетесь плавностью хода. Большинство владельцев Lexus так и ездят. Они как бы не ускоряются, и они плавные, и все всех устраивает. Почему бы не наслаждаться плавностью хода в этой машине? Вот так вот можно сесть. Все, последние метры доезжаем. Всего проехали 291 километр. Это, скорее всего, близко к рекорду этой машины, потому что на двери написано пробег 250. После 200 начались уже какие-то знаки, что пора машину зарядить. Последние километров 30 проехали очень нежно, не более 80 км в час. В общем-то, как рекорд эта цифра годится. Цифра 250 км в запасах хода ежедневно может быть, и 200 вы будете проезжать железно. Да, я эту машину впервые увидел на нашем Tesla Picnic Чайка, где она проезжала 402 метра, и там я был очень удивлен, потому что, ну, во-первых, я подумал, что это просто бензиновый китаец, который почему-то решил ездить на нашем празднике. Но оказалось, это электро, потом это оказалось Тиго. Насколько я понял, каждый автомобиль имеет, практически каждый в линейке имеет электроверсию. И уже посчитать, какой автомобиль сколько стоит, это вы сможете у ребят, там, где и эта машина, по ссылке в описании. Я так скажу, не то чтобы удовольствие, я получил массу позитивных эмоций от знакомства с этой машиной, что она ничем не разочаровала. Вот за все это время ничем не разочаровала. Единственное, что может быть, это то, что какое обслуживание она потребует, что будет выходить из строя, но это все мы узнаем в будущем. Но если были рисковые парни, которые покупали бензиновые китайские автомобили, то здесь, мне кажется, риска меньше. Так, важный исторический момент для нашего сервиса. Первый китайский автомобиль, который удостоился чести подняться на подъемнике. Первое, что видим, это задел на будущее. Здесь вот просто пустота. Часть заднего отсека пустует, а может быть и не будет это заделаться, потому что вот эта вот часть, все остальное, это у нас батарейка. Сплошная балка, на которой крепится амортизатор, то есть никакая, немного рычажная. То есть очень простая подвеска, никаких сайлентблоков по сути нету. Пустовато, да? Просто балка, да, балка и амортизатор, все, больше мы ничего не видим по задней подвеске. То есть надежная. Такое редко можно увидеть. Да, можно сказать, что надежная. Простая, значит надежная. Я думаю, простая, но не факт, что надежная.
Потому что нету качающих элементов, которые будут сглаживать все неровности по дороге. Это, ну, мое мнение. Спереди, ну, стандартная подвеска однорычажная. Просто нижние рычаги идут шаровая, 2 сайлентблока, один вертикальный, второй горизонтальный, стабилизатор, полуоси, то есть очень простая подвеска. Шаровые безумно маленькие. Наверное, машина не тяжелая, я так думаю. Не, машина 1,5 тонны. Ну, как-то очень хлипенько, ну, я не знаю, такие маленькие они. Шаровые, сменные, что очень хорошо, в принципе, если выйдет из строя, то можно поменять без замены рычага. То есть, вот тут, Маленькие люди собрали Маленькую подвеску с маленькими шаровыми. Подводя итог, китайский автомобиль, первый на нашем канале, и его тест состоялся, с чем я вас и нас поздравляю. На частые комментарии про то, что китайские автомобили выбьют скоро Tesla с рынка и Илон пойдет играться с ракетами, на это могу сказать, что, конечно же, это точно не образец, не лучший образец китайского электроавтопрома. Но в целом китайцы очень хорошо покупают Tesla. Клуб Tesla-любителей в Китае очень мощный, и они этим дорожат. Из-за этого Tesla практически на вторичном рынке там не дешевеет. И, в общем-то, я думаю, что электромобили из Китая будут очень хорошо соседствовать рядом с Tesla. А может быть, и это единственный автопроизводитель, который будет соседствовать рядом с Tesla, если другие не начнут шевелиться. Там немцы, французы и другие страны, производящие автомобили. Потому что с ценой 16 тысяч у нее конкурентов нет в принципе. Это, мне кажется, основная мысль, которая красной чертой прошла через весь наш тест-драйв. Поэтому подписывайтесь, у нас будут еще недорогие машины, и у нас еще будут очень дорогие машины. Но главное, что все эти машины будут эффективны. Так что увидимся. Пока.